Сегодня я попытаюсь воссоздать свою игру Jumping Pixel в редакторе уровней Geometry Dash, используя новые функции, появившиеся в обновлении 2.2. Эта идея появилась у меня в голове еще в октябре, и вот чуть больше месяца назад эта самая 2.2 наконец-то вышла. А значит, мою гениальнейшую идею наконец-то можно воплотить в реальность. Всем привет, дамы и господа, с вами снова я, Амонгрыш. Поехали! Всем привет, дамы и господа. Сегодня мы будем играть в такую игру, как Геометрия-бегун. Вот, собственно, вот он, этот редактор Геометрия-бегун 2.2. И первое, что нам надо сделать, это зайти сюда и нажать вот сюда, чтобы вместо обычного режима включить режим платформера. Вот. Теперь надо перекрасить задний фон и не только... Так как на тот момент в этом самом редакторе я знал только то, как подвинуть блок и поменять ему цвет, я вообще не понимал, как воссоздать главную механику игры Jumping Pixel, а именно сферы, которые можно подобрать, и двери, которые открываются, если собрать определенное количество сфер. Однако за обедом я нашел вот такой вот видеоурок, в котором как раз таки рассказывалось, как это сделать. И после этого я достроил первый уровень и построил еще 3. А также нашел во встроенной библиотеке, которая тоже появилась в 2.2, подходящую музыку. Следующий день я начал с того, что добавил сферам частицы и звук, который проигрывается при их подборе. Ладно, звук я, разумеется, поменял на другой. И даже сделал так, чтобы было 2 звука, один из которых может проиграться с шансом 50 на 50. Помимо этого, я добавил другие звуковые эффекты, например, звук прыжка. Затем я воссоздал еще один уровень и даже сделал двигающуюся платформу, которая больше нигде не использовалась. Всем привет, дамы и господа, с вами снова я, Амонгрыш. Вышло вот... Да, очень круто. И после этого я несколько дней ничего не делал. Да. И теперь пришло время для того, чтобы сделать врага. Еще до того, как я его в принципе начал делать, я осознал, что моих базовых навыков не хватит на то, чтобы воссоздать первого врага и меч, которым он будет убиваться. Ну, в теории я, конечно, мог так и сделать, но это заняло бы слишком много времени. А у меня, между прочим, другие дела есть. Тем не менее, первым делом я сделал так, чтобы враг следовал за игроком. Для этого я использовал новый триггер под названием Advanced Fall. И я где-то час пытался настроить его так, как мне хотелось. В итоге я обнаружил, что там есть готовые шаблоны. И уже через считанные минуты после этого враг начал следовать за игроком так, как надо. Правда, он тут сквозь блоки проходит, но я, честно говоря, не знаю, как это пофиксить. Тем не менее, я запустил это в свой телеграм-канал. Кстати, подписывайтесь. И пошел заниматься другими делами. Вечером того же дня в своих рекомендациях на ютубе я увидел ролик от Decode про так называемый Collision Trigger, который активирует и деактивирует другие триггеры или объекты, если 2 специальных блока с определенными номерами соприкасаются друг с другом. На следующий день я воспользовался этим самым триггером и сделал вот это. Всего у врага есть 3 очка здоровья, и чтобы нанести ему урон, нужно сделать так, чтобы он полетел через вот этот вот красный кружочек. Итак, врага я, собственно, сделал. Теперь осталось сделать только последние несколько уровней. Я не буду вас мучить и в подробностях рассказывать о том, как и что я делал. Просто в ускоренном виде покажу записи, которые я делал в те дни. Итак, уровень теперь полностью готов. Теперь я вам покажу, как этот уровень, собственно говоря, выглядит.
на этом, собственно говоря, все. Чтобы поиграть в этот уровень в ГД, вы можете зайти в поиск и вставить туда вот этот вот ID. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на все подряд. Там на этот канал, на телеграм-канал и особенно на Бусти. Там теперь каждую неделю выходит Рыжкаст, мой новый еженедельный подкаст, в котором мы с Автовазом, моим давним подписчиком и модератором моего дискорд-сервера, обсуждаем крайне интересные и важные темы. И, кстати, вот в ролике тоже вот будет вебка, вот моя. Roblox. Если ты так сделаешь, я тебя забаню, админку сниму везде, где только можно. Через эти полчаса он, ну, прямо как Дима X2, вот, ну, просто взял и исчез, непонятно куда. Недавно на моем дискорд-сервере в честь Дня Святого Валентина, 14 февраля, я устроил аттракцион невиданной щедрости. Розыгрыш 3 мутов на 22. Первые 2 выпуска уже доступны по цене от 149 рублей в месяц, а все последующие будут выходить каждое воскресенье. Ну и где-то уже ближе к весне ждите новый девлог игры Jumping Pixel. Всем пока.